Дорогие друзья, приветствуем вас на нашем канале Animals and People. Сейчас мы вам расскажем историю, как для многих из нас собака – это не просто животное в доме, но и друг во всех смыслах. Человек приручил собаку более 10 тысяч лет назад. В те времена это был выгодный размен для выживания. Пес получал пищу и теплый дом, человек – охранника, пастуха, компаньона для охоты. Времена шли, а собаки становились все более важной частью жизни человека. Появились специальные служебные породы, которые помогали человеку во многом. Например, становились поводырями для слабовидящих. Но как поступить с поводырем, который сам ослеп и теперь не может выполнять возложенные на него задачи? Многие бы отдали такую собаку в приют и взяли бы другую, но британец Грэхэм Весп решил иначе. Незрячий 59-летний мужчина последние 6 лет жил с лабрадором по кличке Эдди. Пса натренировали так, чтобы он предупреждал хозяина об опасностях движущейся машине, свисающей низко ветки и так далее. Мужчина и собака быстро нашли общий язык и стали лучшими друзьями. Но спустя несколько лет ветеринары диагностировали катаракту у Эдди. Пес начал стремительно терять зрение, и ветеринары не могли остановить этот процесс. Сначала ослеп один глаз, а через некоторое время второй. В таком состоянии он не мог выполнять функции поводыря. Весп очень тяжело переживал эту ситуацию. Эдди стал для него родным, поэтому расставаться с ним мужчина наотрез отказался. Близкие рекомендовали отдать собаку в приют, где о ней позаботятся, но мужчина отказывался. И вот, в один прекрасный момент он нашел изящный выход из сложившейся ситуации. Мужчина взял еще одного поводыря, двухлетнего пса по кличке Эдвард. Новому помощнику приходится сложнее, ведь он водит не только незрячего Веспа, но и Эдди. Кстати, собаки ни разу не конфликтовали, а сразу же начали дружить. Эдвард ухаживает за старшим товарищем и с удовольствием играет с ним. Теперь Весп гуляет в компании двух замечательных псов и точно может не переживать за свою безопасность. Благодарим за просмотр этой истории. Если вам понравилась история, ставьте лайки и пишите комментарии. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на наш канал.